26 ноября 2008 года около 9 часов утра во Владикавказе на улице Кирова был застрелен мэр города Виталий Караев. Выстрел раздался, когда он садился в машину. Караев скончается по дороге в больницу. Следственный комитет при прокуратуре Северной Осетии возбудил уголовное дело по 2 статьям: убийство и незаконное хранение оружия. Будет установлено, что стрелок работал со 150 метров, и выстрел был не очень точным, пуля попала в дверцу машины. Но рикошет пришелся Караеву прямо в сердце. Расследование этого убийства положит конец одной из самых кровавых банд в истории России, жертвами которой за неполные 10 лет стало более сотни человек. Банде, финансовые шалости которой стали предметом обсуждения в переговорах Ангелы Меркель с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Сейчас мы вам расскажем, как в точные нулевые сформировался коллектив, который по степени кровожадности дает фору многим головорезам 90-х. Кто его крышевал, почему его участники считали себя Робин Гудами Северной Осетии, познакомим вас, если вы еще не знакомы, с главным киллером России Асланом Гагиевым. Здравствуйте, меня зовут Денис Коротков, я журналист Центра Досье. Это программа «Черное дело». Здесь мы рассказываем о преступлениях прошлого, которые нельзя забывать. По протоколу попрошу поставить лайк, подписаться. Мы начинаем. Точка в истории банды будет поставлена в 2023 году, через 15 лет после убийства мэра Виталия Караева, когда Южный окружной военный суд постановит приговор в отношении Аслана Гагиева. За организацию преступного сообщества и убийства он идет на пожизненное. А кроме него приговоры получат еще 37 человек. 7 до сих пор в бегах, а еще 7 установленных преступников до суда не дожили. Они были ликвидированы собственными подельниками. Наверное, самая загадочная банда России новейшего времени. И, наверное, самая кровавая. Банда Аслана Гагиева, известного как Джако. Около сотни трупов. Сколько точно, никто не знает. Следствие докладывает о 60 точно установленных жертвах. Сколько человек входило в банду, точно тоже не подсчитать, но совсем посвященных, так человек 50. Но плюс их родственники, друзья, коллеги, те, кто помогал прятать оружие из самих бандитов, оформлял машины и мобильные телефоны, перегонял транспорт, выполнял мелкие просьбы и поручения. И все это происходило не в страшные, беспредельные 90-е, а с 2004-го и вплоть до середины десятых. Уже в относительно мирное и спокойное время, когда основная стрельба закончилась и многие лихие люди перешли на менее кровавые способы решения проблем. Как такое могло происходить в течение нескольких лет в относительно мирные времена? Отчасти потому, что большинство убийств происходило в Северной Осетии и из Москвы не видно. Но только отчасти. Хотя основу банды составляли осетины, и сам Аслан Гагиев среди сообщников старался продвигать идеологию борьбы за справедливость и мир в Северной Осетии, сам-то он и костяк его коллектива проживали в Москве. И в Москве тоже совершались убийства. Человек 20 в столице на тот свет отправили. В канале имени Москвы потом дайверы целую грядку бочек с забетонированными трупами обнаружили. Ответ, скорее всего, в том, что Гагиев был многим нужен. Во время следствия установят его связи со многими сильными мира сего, начиная от замминистра промышленности России и заканчивая прокурором Северной Осетии. Да что там, одним из его непосредственных помощников был бывший первый зам руководителя управления Следственного комитета в республике. А если поверить Гагиеву на слово, так он по 1 миллиону евро ежемесячно в Следственный комитет и в федеральное правительство заносил. А в справке Северо-Осетинского центра подшитой к уголовному делу указано: по поступавшей информации, Гагиев в 90-х годах отбывал уголовное наказание за совершение экономического преступления, взяв на себя вину одного из ныне действующих сотрудников администрации президента Российской Федерации. Полные анкетные данные неизвестны. Такой долг не остался неоплаченным, и в настоящее время факт данного знакомства играет значимую роль в жизни Гагиева, который благодаря этому обрел ряд знакомств с высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти Российской Федерации. Подтверждения, правда, нет, и нет даже информации о судимости Гагиева в 90-е. Но с рук ему сходило многое и долго. Потом, наверное, перегнул палку. Когда за один 2008 год убили мэра Владикавказа Виталия Караева, экс-зампреда правительства Северной Осетии Казбека Пагиева,
начальника отдела по борьбе с оргпреступностью республиканского МВД Марка Мицаева, начальника отдела североосетинского угрозыска Виталия Чельдиева с сыном. Ранили экс-руководителя администрации главы Северной Осетии Сергея Такоева. Это не считая других жертв видного положения не занимавших, вот это уже был явный перебор. Пока Гагиев с компанией убивал других криминальных личностей или бизнесменов, пока миллиардами разворовывал средства государственной финансовой лизинговой компании и даже пока хулиганил с верфями в Германии, доведя их до банкротства и вынудив оправдываться Путина перед Меркель, был неинтересен. Кто такой этот загадочный человек, которого в Осетии все знали как старшего брата или большого брата, распоряжавшийся чужими жизнями, особо не рефлексируя? Знаете, а вот информации не так уж и много. Известно, что родился в Грузии в 1971-м. Поступил в инженерно-строительный институт в Москве. Чем занимался в 90-е, бог весть. И известно только с его же слов. В 2016 году, ожидая в Австрии решения суда о его экстрадиции в Россию, он согласился встретиться со спецкором отдела расследований «Новой газеты» Романом Аниным и рассказал свою историю о том, как он, осетин по национальности, после прихода к власти в Грузии Звиада Гамсахурди и начала межнационального конфликта между грузинами и осетинами вывозил семью в Россию, а потом опять провал в 10 с лишним лет и следующий эпизод — захват террористами школы в Беслане, и Гагиев с пулеметом в руках принимает участие в штурме и выносит на себе детей. И, как рассказывал Гагиев, после трагедии в республику стали поступать пожертвования, и он вместе с другими людьми пошел к президенту республики выяснять судьбу этих денег, а на обратном пути был захвачен сотрудниками ФСБ и подвергся пыткам. Эти люди думали, что я притворяюсь и делаю вид, что я без сознания, и они мочились на мои раны, говорят: ты будешь нашим Иисусом Христом. Это самое безобидное, что они со мной делали. Мне разорвали все внутренние органы, требовалось несколько операций. Через 5 дней его обнаженным выкинули из машины на границе с Кабардино-Балкарией. Гагиев улетел в Израиль, где ему сделали операции и провели психологическую реабилитацию. И эта часть его истории частично подтверждается медицинским исследованием в Австрии. Экспертным заключением профессора Райтера подтверждается, что обвиняемый подвергался пыткам. Затронутое лицо не только пытали, но и обращались с ним бесчеловечным и унизительным способом. И в 2004-м Аслан Гагиев вместе со своим бывшим сокурсником Сергеем Бегларяном создает то, что будут называть семьей. Бегларян станет ближайшим сподвижником Гагиева и участником многих убийств. А когда решит отойти от дел, его по распоряжению Гагиева убьют. Бегларян будет расстрелян в собственном ленд-крузере на Кронштадтском бульваре в Москве в октябре 2012. А всего доказанных, подтвержденных в суде 60 трупов за 10 лет, с 2004 по 2014. 17 человек ранены, но выжили. Конвейер. И вместе с откровенным беспредельным криминалом, пытками, убийствами, расчленениями, схемы с выводом миллиардов государственных денег. Решение одной из проблем, которую Гагиев наворотил, Ангеле Меркель с Путиным и Медведевым обсуждать пришлось. Но сначала о душегубствах. Первое зафиксированное обвинением убийства — декабрь 2004-го. Москва. Председатель правления Банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник. Его долго выслеживали и, наконец, подловили, когда знакомый на автомобиле подвез его из клуба домой на Флотскую улицу. Плытник заметил бандитов, он побежал, но его догнали, скрутили и отвезли на Лодочную улицу, где у Гагиева была одна из баз. Знакомый водитель Плытника пытался вызвать милицию, но один из похитителей, сам милиционер, предъявил удостоверение и отобрал телефон, выкинув сим-карту. Редкий гуманизм. Водитель остался жив и потом давал показания на суде. А самого Плытника пытали, убили, а труп на следующий день вывезли и утопили в заливе Волги под Дубной. Вывозили и топили труп 3 действующих сотрудников милиции, так что проблем с ГИБДД можно было не бояться. Тело найдут весной 2005-го, опознают только в 2014-м, когда арестованные члены банды начнут давать показания. В октябре 2005-го на 25-м километре трассы Дон расстреляют машину банкира Александра Слесарева. Погибнут он сам, его жена, 15-летняя дочь и сопровождавшая их 80-летняя монахиня. Помочь выследить Слесарева Гагиеву помогал председатель правления банка «Кутузовский» Олег Новосельский. Имевший тесные связи со спецслужбами, банкир и совладелец охранного предприятия Новосельский был не менее тесно связан и с Гагиевым.
Для банды он обеспечивал наружку, прослушку, прочие пробивы. Но что-то пошло не так, и Гагиев решил Новосельского тоже убить. В канун Нового года, 31 декабря 2005-го, Гагиев пригласил банкира в офис финансовой лизинговой компании на улице Макаренко под надуманным предлогом. Фейерверки обещал подарить к празднику. По прибытии банкира отвели в полуподвал, в котором находились сауна и бильярдная, приковали к трубе наручниками, и о чем-то Гагиев с ней беседовал. Затем отвезли на базу на Лодочной улице и убили. Фирменным способом. Жертве надевали на голову полиэтиленовый пакет и фиксировали на шее тесемкой. Труп зацементировали в бочке и через месяц перевезли на дачу Бегларяна в Красной Горке на Дмитровском шоссе. Бегларян, получается, соседствовал с трупом несколько месяцев, пока бочку не вывезли и не утопили в канале имени Москвы под Дмитровым. Несколько бочек с трупами в канале случайно обнаружат дайверы в 2015 году. Интересно, что рядовые участники убийства Новосельского считали его действующим сотрудником ФСБ. Совершенно их это не смущало. Я их не закатывал, я никому не давал указания закатывать. Если я кого-то что-то хотел, я сам убивал. То есть я специалист по ножевому бою. И дальше список из убитых, 60, только известных, вплоть до февраля 2014-го, когда на даче в Одинцовском районе убили своих, Гиви Слонова и Тимофея Езева. Те вроде как собирались отойти от дела, а это непозволительно, и вчерашних братьев убили и сожгли. Убийства продолжались годами, кого-то расстреливали на месте, кого-то привозили на свою базу. В Москве таких баз было две. Во-первых, комплекс на Лодочной улице, кафе, автомойка, автосервис, офис. А во-вторых, помещение финансовой лизинговой компании на улице Макаренко. Там Гагиев обычно проводил более мирные деловые встречи, хотя и исключения бывали. Того же Новосельского захватили на Макаренко и только потом отвезли на Лодочную. Так называемая дальняя база находилась в складском корпусе недалеко от аэропорта Шереметьево. А кроме того, частные дома в Московской области, также использовавшиеся для проживания братьев, и там же скрывались от розыска, хранили оружие или трупы. Одна из загадок – та самая финансово-лизинговая компания. Это вообще формально государственная компания, 58% акций было у Российской Федерации. А занималась ФЛК ни много ни мало реализацией государственной программы по строительству и лизингу самолетов Ту-214. И фактическим хозяином ФЛК был Аслан Гагиев. При этом формально в компании никаких постов он не занимал. Большинству сотрудников Гагиев был известен как отвечающий за безопасность Валерий Николаевич. Не то бывший, не то действующий сотрудник органов госбезопасности. А на самом деле полновластный хозяин. Началось у Гагиева в 2011 году недопонимание с гендиректором Андреем Бурлаковым, и он его уволил, а потом дал команду, и Бурлакова нашли и расстреляли в ресторанчике «Хуторок» вместе со спутницей. Бурлаков погиб, его спутница, тоже сотрудница ФЛК Анна Эткина, выжила. Как она говорила оперативникам, из ФЛК в 2005-2009 годах похитили около 10 или 13 миллиардов рублей. И Джакоб посчитал, что Бурлаков лично себя отжал лишние 17 миллионов евро и разочаровался в подельнике. На смену Бурлакову Гагиев пригласил Наиля Малютина, кстати, хорошего знакомого Германа Грефа. И тут опять интересно, из прослушек по испанскому делу «Тройки» известно, что этот Малютин имел дело не только с Гагиевым, но и с Геннадием Петровым, которому отчитывался по телефону о делах в авиастроении, признавая Петрова своим шефом. Вы рулевой обоза, а мы тут все только снаряды подносить. Я протирать, а другие подносить. Про друга Путина мафиоза Петрова мы рассказывали в предыдущем выпуске, посмотрите, если не видели. Кто кому служил, кто в чьих интересах действовал, запутаться можно. Получается, с одной стороны технологичное хищение бюджетных денег через госкомпанию, а с другой убийство налево-направо. И личное участие в пытках и убийствах, так примерно в 7 как минимум. Мотивы многих убийств так и не будут установлены. В приговоре так и будет указано: убили по команде Гагиева, а зачем исполнители и сами не знали и не знают. А сам Гагиев ушел на пожизненное, ничего не объяснив. Некоторые убийства чуть ли не робингудского пошиба. Одни бандиты убивали других. Неправильно. Нулевые. Время, когда в Осетии расцветал бизнес похищения людей с целью выкупа. И Гагиев со своими братьями решил ведь проблему. После похищения сына авторитетного предпринимателя Людвига Засеева в Москве нашли и убили 4 причастных.
Артура Бекмурзова похитили в Москве, пытали на базе в Химках, потом убили, а тело расчленили и утопили. Кстати, Артур был родным братом замминистра внутренних дел Северной Осетии. Еще двоих, Дзугаева и Тулатова, расстреляли в «Мерседесе» в Черемушкинском проезде. А Влахашвили по кличке Лаши похитили из кафе на Малой Почтовой, имитировав милицейскую спецоперацию. И отвезли сначала в офис ФЛК на Макаренко, потом на базу в Химках. Пытали, убили, расчленили. Людвига Засеева привозили на базу, предлагали лично расправиться с похитителями сына. Он отказался. В кафе вместе с Лашей бандиты прихватили его спутника и, как быстро выяснилось, случайного человека, к похищениям людей непричастного. Поэтому его не пытали, просто убили. Убивали и милиционеров. Ну, точнее, не милиционеров, а милицейских начальников. 7 марта 2008 на улице Горького во Владикавказе расстреляли Toyota Land Cruiser с начальником управления по борьбе с организованной преступностью МВД Осетии подполковником милиции Марком Мицаевым. Гагиев объяснил своим, что тот начал расследовать деятельность братьев и стал опасен. Но, возможно, тут была чисто коммерческая подоплека. Милиция блокировала проводку $6 миллионов, предназначенных Гагиевым для выкупа очередного водочного завода, и это могло быть предупреждением. Ну и если так, то предупреждение подействовало, арест со счета был снят через 20 минут после нападения. А может, это совпадение? Иногда милиционеров убивали случайно. В сентябре 2008-го охотились за неким конкурентом Гагиева, Мироном Багаевым, и подкараулили его у ресторана на улице Кацуева во Владикавказе. Но, выйдя из ресторана, Багаев не пошел к своему рейндж-роверу, а сел к кому-то в «Шевроле Ниву». Эту Ниву и расстреляли. Багаев был ранен, но выжил, а вот водитель Нивы, который оказался подполковником из райотдела милиции, погиб. При убийствах и похищениях бандиты сами часто использовали форму милиции и спецназа. При обысках на базах и в домах членов банды найдут залежи этой формы, костюмы, разгрузки, балаклавы, эмблемы, надписи «Милиция», спецназ, ФСБ, прочее. Да многим и притворяться, и переодеваться было не надо. 20% банды составляли действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Какие люди! Здорово! Здорово! Что это за съемка? Да, вот, слушай, снимай. Тот же Аркадий Габалов, один из приближенных Гагиева, бывший первый зам руководителя Республиканского управления Следственного комитета России. Гиви Слонов, убийца, бывший опер управления по борьбе с оргпреступностью. Да и действующих сколько угодно. Мурат Габеев, он же Мурка, действующий помощник районного прокурора из Владикавказа. Но этот хоть не убивал, использовали его в основном для безопасной перевозки оружия и киллеров на акциях. А другие убивали. Яшкин, Пронин, Санкин, сотрудники подмосковного СОБРа. Юртов, уголовный розыск Юго-Западного округа Москвы. Калагов, Северо-Осетинский УБО. Карданов, наркоконтроль. Один из убийц с наибольшим личным счетом, Максим Николаев, сотрудник московской наружки, оперативно-поискового управления. Его тоже убьют свои. Осенью 2011-го, когда он решит отойти от дела, его похитят и отвезут на дачу в Красногорском районе. Пытать будут сутки. Потом убьют так же, как убивал множество своих жертв сам Николаев, завяжут на голове пакет. Тело расчленят, разбросают вдоль трассы между Москвой и Тверью. Оружие у банды было да любое. Когда начались аресты и обыски, арсеналы изымали и в Осетии, и в Подмосковье. Находили в домах, в квартирах, выкапывали на огородах, вылавливали из выгребных ям. Да чтобы найти части оружия, выброшенного после убийств, участок Терека пришлось осушать. И вот все, что угодно на выбор было, но кроме калашниковых всех возможных модификаций пистолетов ТТ, Стечкина, Макарова, были пистолеты-пулеметы Аграм, Скорпион, не такие частые в те времена Глоки и совсем нечастые Арминусы, Таурусы и Узи. И, наверное, для любителей ретро, Наган, трехлинейка Мосина и пистолет-пулемет Судаева. Патронов тысячи, в том числе прямо в заводских цинках. Ручные гранаты десятками. Плюс реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и 26, тротил в шашках, мины, прочее, там, не говоря уже о приборах бесшумной беспламенной стрельбы, прицелах и всякой там дымовой и шумовой пиротехники. Ну, а кроме этого, за счет заведения членам семьи приобреталось легальное оружие, охотничьи и самообороны.
Почему их всех не переловили после первых убийств? Ну вот как написано в документах, да, в банде была строгая конспирация, общение между собой шло только по специально предназначенным телефонам, которые раз в 2-3 недели менялись вместе с сим-картами, соблюдалась строгая дисциплина и так далее. Ну да, конечно так, но в посвященных десятки людей были. Но вот если почитать следственные материалы, так в каждом убийстве была чуть не дюжина людей задействована. Кто-то выслеживал, кто-то сопровождал, кто-то оружие привозил, отвозил. А когда убивали на базе, так там тоже несколько человек постоянно толкались. Потом еще трупы вывозили. Плюс постоянные посиделки в общей компании с разговорами. Так называемая база на Лодочной всему миру должна была бы быть известна. Чуть не весь московский филиал банды поименно за неделю можно было бы установить, включая нескольких действующих офицеров милиции. Но есть чем работать. Да, выход из семьи карался смертью, да и любое подозрение о нелояльности могло превратить вчерашнего брата во врага, это так. Но все-таки, когда следственная группа стала работать всерьез, а Мерта дала трещину сразу, и многие дали показания. Это были не просто выбитые признания, они подтверждались объективными уликами. Да, и еще парадокс. Рядовые члены коллектива, они жили совсем не богато. Скорее, кибуц какой-то. Наличными боец получал, для начала 1020-50 в месяц. Если продвинется в карьере, то до 150, а для Москвы даже в конце нулевых не самые большие деньги. Но социальный пакет. Гагиев предоставлял бесплатное питание и покупал братьям одежду. Иногда и машину мог подарить. И за такое существование плюс ощущение причастности к могущественному сообществу братья похищали, пытали и убивали. Вербовали в коллектив, надо признать, весьма затейливо. Например, Руслан Юртов. В 2007-м ему было 26. Работы нет, жилья нет. И как-то он познакомился с участником банды Максимом Николаевым и попросил того помочь с трудоустройством. А Николаев отвел его к братьям и к Гагиеву. Тот расспросил Юртова о житье-бытие, недолго подумал и решил устроить ему жизнь. Сказал Юртову, что тот будет работать в милиции, при этом наставляя, что служить надо честно, взяток не брать, делать карьеру. Узнав, что денег у Руслана нет совсем-совсем, распорядился выдать на месте тут же 25 тысяч рублей, а потом Юртова отвезли в магазин, купили новую одежду и кроссовки. Выделили жилье, выдали мобильник, свозили во Владикавказ, оформили фиктивную учебу в каком-то институте, а потом пристроили на службу в милицию Юго-Западного округа Москвы, сразу в уголовный розыск. Справили ему водительское удостоверение, а затем и ВАЗ-2109 от щедрот подогнали. Потом на Nissan Альмеру поменяли. А еще абонемент в фитнес-клуб выдали. В кафе на Лодочной бесплатно кормили. Живи, радуйся. Бесплатно-то не бывает. Сначала Юртова использовали по мелочи, оружие там перевозить или еще что. А уже в ноябре 2008-го он активно участвовал в похищении в Москве и убийстве бизнесмена по фамилии Беков. Причем сам он и остальные участники даже не знали, за что Бекова пытают и убивают. Ладно, Юртов, которого приютили, обогрели, накормили, который всем был Гагиевым обязан, и более серьезных людей умел Гагиев заполучить. Оперуполномоченное управление по борьбе с оргпреступностью Юго-Западного округа Москвы Евгений Яшкин. Потом он в СОБР переведется. Кавалер Ордена Мужества и медали за отвагу. И случилось ему познакомиться с Асланом Гагиевым в 2004 году, когда Яшкину было уже 36. Сначала он даже не знал его настоящих имени и фамилии, думал, что это некий влиятельный бизнесмен Валерий Николаевич. И согласился охранять бизнесмена в свободное от службы время, за 30-40 тысяч рублей в месяц. Точно оклады того времени не помню, но должно быть это раза в 1,5-2 больше официального жалования. А потом Валерий Николаевич стал Яшкину аренду за квартиру платить. А через пару месяцев выдали ему «Жигули» 7, а еще чуть позже мобильный телефон. И уже к концу 2004-го начал Яшкин для старшего брата, то бишь Валерия Николаевича, оружие из Осетии в Москву возить, а затем и убивать. Ему часто поручали вывозить трупы. С удостоверением борца с оргпреступностью это было удобно и безопасно. Евгений Яшкин будет арестован, но в тюрьму или на зону он не пойдет. После всех этих приключений и личного участия в убийстве примерно 25 человек у него развелась шизофрения, и он определен в медицинское учреждение со специальным режимом. И нельзя сказать, что никто о банде не знал, ничего не подозревал. Была информация у оперативных служб, с реализацией не задавалась. Сам Аслан Гагиев еще в 1999 году с 2 соучастниками был задержан сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью по юго-западу Москвы за похищение человека. И даже дело было возбуждено по части 3 статьи 126 УК, а это от 6 до 15. Но потом переквалифицировали на грабеж и отпустили Гагиева из зала суда по амнистии. Однофамильца старшего брата
Олега Гагиева по прозвищу Батэ, то бишь Малыш, не то бывшего, не то действовавшего сотрудника контрразведки полупризнанной Южной Осетии, в 2007-м задерживали в Северной Осетии по подозрению в убийстве. Но он был оправдан судом присяжных. И вот только после убийства мэра Виталия Караева, когда была создана следственно-оперативная группа окружного главка Следственного комитета из прикомандированных со всей страны сотрудников, вот тогда дело начало раскручиваться. И задержанные начали давать показания. Долго не могли задержать главного. Аслан Гагиев обнаружился в Австрии, и процесс экстрадиции был не быстрым. В международный розыск Гагиева объявили в 2014-м, год спустя задержали в Вене, и еще пару лет продолжались судебные процессы. Когда же, наконец, Верховный суд Вены постановил выдать Гагиева, возникли новые препоны. Защита настаивала, что он страдает тяжелой формой аэрофобии и не может быть доставлен самолетом. Ну, а сухопутной границы между Австрией и Россией нет. Но опровергли, доставили, и судил Гагиева Южный окружной военный суд. Согласно обвинению, подтвержденному судом, убийства совершали в целях установления доминирующего положения в криминальной среде Республики Северная Осетия и Алания. Заказчиков, получается, как бы и не было. Гагиев был не согласен. В деле 60 с лишним трупов. В Осетии убивали мэров, вице-премьеров. Почему так происходило, вам не интересно? Ни одного заказчика в деле нет. Для чего все эти убийства? Чтобы установить доминирующее положение в криминальном мире? Никакой взаимосвязи. Я не отрицаю того, что сделал, но укажите хотя бы одного заказчика. Они до сих пор сидят и кайфуют. Почему те, кто заказывал предполагаемые убийства, гуляют только потому, что у них большие погоны, деньги, статус? Сам он назвал одного. Я признаюсь в убийстве вице-премьера Северной Осетии Алании Пагиева. Я признаюсь в этом. И заказчик этого убийства – депутат Госдумы Макиев Зураб Гайозович и подельник его, премьер-министр и сенатор, но против них ничего плохого не имею. Это их жизнь, а это ублюдок. Следствие утверждало, что это оговор. Никаких других имен заказчиков на процессе не прозвучало. И самым высокопоставленным чиновником-правоохранителем в деле так и остался экс-замруководитель республиканского следкома Габалов. В оперативной справке из дела, которая широко цитировалась в прессе, упоминались и другие. Сенатор от Северной Осетии Александр Татаонов, председатель правительства Северной Осетии Сергей Таквиев, прокурор Северной Осетии Герман Штадлер. Официально никакого процессуального статуса у них в деле нет. Но как-то так получилось, что после ликвидации банды Джако их карьера закончилась. Полномочия Татаонова продлены не были, и сегодня на сайте «Единой России» его статус временно не работающий. Сергей Такоев перестал быть главой правительства Осетии в 2015-м. Герман Штадлер делал хорошую карьеру в прокуратуре, стал прокурором Ленинградской области, и ему пророчили пост прокурора Петербурга. В 2014-м он ушел в отставку, и никакого нового назначения не последовало. Высокий уровень. Вроде достаточно солидно. Это только первый слой, который решилось указать в справке руководство Центра Северной Осетии. О другом уровне не знали, или бумаги не доверили. Гагиев в разговоре с Романом Маниным из «Новой газеты» говорил о том, что он ежемесячно по 1 миллиону 200 тысяч евро самому Бастрыкину и в правительство посылает. Бред? А как сказать? Как писала «Новая газета», интересно присмотреться к личности одного вроде бы не самого заметного члена семьи, некоего Сергея Сафронова. Он сам, кстати, своими руками никого не убивал, присутствовал там, помогал немного вещи в топке сжечь, части трупов бетоном залить. Основная роль у Сафронова была другая. И на него, кстати, была оформлена половина кафе и половина автосервиса на Лодочной улице, и он же был собственником складов в районе Шереметьево. И вот у этого же самого человека, соучастника убийства, формального владельца бандитских пристанищ, был общий бизнес, строительная компания, с Ириной Жуковой, гражданской женой руководителя организационно-инспекторского управления Следственного комитета России Анатолия Короткова. И слова Гагиева о миллионах для Бастрыкина начинают выглядеть менее невероятно, да? Сам Гагиев объяснял в австрийском суде свои неприятности тем, что деньги куда надо не дошли. Или мой партнер не передал деньги Бастрыкину, или генерал не передал деньги Бастрыкину. Анатолий Коротков умер в 2015-м, его не спросить. Жукова свое знакомство с Сафроновым и Гагиевым отрицает.
Но документы, обнаруженные при обысках в компьютере у юриста финансовой лизинговой компании, говорят об обратном. Потому как была там и доверенность от Жуковой на проведение сделок с недвижимостью, и сами документы на ее недвижимость в Москве и Анапе. Так что связи с ФЛК, значит, и с Сафроновым и Гагиевым были. А другие записи в том же компьютере выявили еще одну важную связь. Оказывается, в ФЛК, то есть, считаю, Гагиева, работала родная сестра замминистра промышленности России Анатолия Коломанова, Нина Коломанова. И она, например, получала заем от некой фирмы прокладки на 28 миллионов 300 тысяч рублей. На эти деньги приобретала квартиру в элитном жилом комплексе. И даже якобы вернула деньги с процентами наличными. Но самой компании обнаружить не удалось, однодневка растворилась. И тут вспоминаются другие слова Аслана Гагиева. И еще 1 миллион 200 тысяч евро я платил министру. Мы относились к Министерству промышленности. Таким образом, я должен был платить ежемесячно 2 миллиона 400 тысяч евро. Ну, это с учетом Бастрыкина, да? А вот это уровень. И мы же помним, что гендиректора ФЛК отставного разведчика Бурлакова сменил Малютин, да? Знакомый Германа Грефа и одновременно не то младший партнер, не то просто подчиненный Геннадия Петрова. Если вы еще не запутались в этой связке варья, чиновников и народных избранников с кровопийцами, то я, признаюсь, немного запутался. Чего стоит одна история с немецкими верфями Акер-Ярдс, потом переименованных в Вадан-Ярдс? В 2009-м эта верфь некая люксембургская компания приобрела за 70 миллионов евро, из которых 50 миллионов были выведены из ФЛК, полностью контролируемый Асланом Гагиевым. И об этой покупке Малютин из ФЛК докладывал лично Геннадию Петрову в Испанию. Спешу доложить, верфи куплены. Ну, а если еще не запутались, то вот вам. В итоге 25% верфей владел кипрский офшор, совладельцем которого был Аслан Гагиев, числившийся там по подложным документам Морозову. А 74% акций, по мнению аудиторов, контролировались компанией из британских Виргинских островов, принадлежащих бизнесмену Виталию Юсуфу и его отцу, экс-министру энергетики России, члену Совета директоров «Газпрома» и спецпредставителю президента России Игорю Юсуфу. А вот когда верфи были доведены до банкротства, это стало уже проблемой канцлера Германии Ангелы Меркель, у которой перед выборами встала проблема большого скандала. На потерявших заказы верфях работали 2500 человек, а на смежных производствах еще 10 тысяч. Так что на межгосударственных встречах с Путиным и Медведевым главы держав выясняли, кто такой господин Бурлаков и насколько правдивы слухи о его связях с господами Путиным и Медведевым. Это Меркель еще о настоящем хозяине не знала и об Аслане Гагиеве не спрашивала. Сам Гагиев разобраться в хитросплетении интересов и связи не помог. Хотя во время своих встреч с Романом Маниным он много наговорил. По его словам, он еще в начале 90-х оказался в Петербурге и работал на Романа Цепова и охранное агентство «Балтик Эскорт». Был знаком с Виктором Золотовым и даже лично передавал через него деньги. Кому? Передавал деньги Путину через Витю, то есть через Золотова. А в Австрию в 2014-м якобы вывозил генерал госбезопасности Сергей Королев. Это тот, что сегодня первый замдиректора Федеральной службы безопасности. Но как проверить? Цепов убит в 2004-м, а Золотов и Королев об этом молчат. Аслан Гагиев предсказуемо получил пожизненное и больше для бесед недоступен. Другие члены его банды получили кто пожизненное, кто длительные сроки, и, судя по всему, еще отбывают. Не все. Достоверно известно о судьбе одного из братьев. Олег Зарахохов, лично убивший не менее 5 человек, по приговору получил 19 лет. Суд учел медаль за отвагу, полученную им за вторую чеченскую кампанию и содействие следствию. Он погиб под Бахмутом 24 ноября 2022 года в составе Вагнера. Это было «Черное дело». Посмотрите другие наши выпуски, если еще не видели, ставьте лайк, подписывайтесь, а мы вернемся с новыми историями.